Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. И сегодня у нас очередной смотр танков нашей любимой игры Мир танков, да, от Lesta Games. И сегодня у нас КВ-2 фановый, тяжелый танк советский, 6-го левела, проходная прокачиваемая ветка. Вот этот вот гордый гражданин. Сегодня полноценный гайд-обзор. И, конечно же, начнем мы с бронирования данного агрегата. Go! Итак, коллижная модель нашего КВ-2. Ну и давайте начнем с корпуса. НЛД у нас 75 мм, приведенки 80, имеет плохой угол наклона брони. Нижняя часть НЛД уже более-менее. Но она настолько тоненькая, что в основном все попадают либо сюда, либо в центральную часть, которая, кстати, тоже достаточно крепкая. 114, 93, здесь у нас 40 мм, приведенки 50. Подбашенная рубка 75 мм, перейденки 78, ослабленная зона. Сама башня, основной бронелист тоже 75. Вот, дальше интереснее. Маска орудия слева и справа от ствола. Вот, кстати, есть места, где 200, есть где 100. Выше 123, 220, 280. Вот эти части вот здесь по 90. Краевые 170, здесь 90. Ну и рикошетные у нас щеки башни, потому что у нас под углом имеет приведенки 150 и система пишет рикошет. Боковое бронирование 75, и как для 5-го левела, конечно же, КВ-2 отлично танкует, но есть вот тут щель какая-то непонятная, не знаю, никогда в нее попасть не могу, я думаю, что это какой-то баг. Так, рикошет и броня приведенная, ну даже перекручивать можем, и все равно нас пробивать не будут. Еще раз, в лоб лучше ему не стрелять вниз НЛД, в центральную часть стык между НЛД и ВЛД. Лучше ему не стрелять в маску орудия и в щеки. Все, в принципе, остальное пробивается. Итак, с броней разобрались. И, кстати, для розыгрыша секретный код, первая цифра, номер 2. Так, давайте смотреть основные модули у этой машины. А нас интересует, даже другие пушки рассматривать не буду, нас интересует именно 152 мм фугасница Альфа 700 на основном типе снаряда, это бронебойный. Вот 700 у нас на голдовом, а голдовый у нас бронебойный, и 910 на фугасе. На этом типе снаряда мы, конечно, и будем играть в основном. Но у нас здесь маленькое бронепробитие 86 против голдового 136 и обычного бронебойного 110. Заряжается пушка на стоке очень долго, 24 секунды. Общий ДПМ почти 1800. Разброс 0,6, господа. Время сведения 3,8, почти 4 секунды. Именно от этих характеристик мы будем плясать в выборе оборудования. Дальше, по башне, что нам дает топовая башня? 75 броня, броня одинаковая, плюс 10 метров дает к обзору на самом-то деле. Вот, по рации однозначно качайте, хоть тут разница и небольшая, но она все равно есть. По поводу двигателя, танк очень медленный, и, конечно, 640 лошадей это всегда лучше, чем 500. Как минимум процентов на 20 подвижности на топовом двигателе вы как бы рассчитывать можете. По поводу топовый ходовой 20 градусов, здесь у нас 16, плюс 4 градуса в секунду, и это невероятно много для этого танка, однозначно качайте ходовой. Танк на месте даже на топовый ходовой с топовым двигателем очень медленно ворочается, поэтому важный модуль. По полевой модернизации, вот, я ее еще не вкачивал, но мы сейчас с вами ее вкачаем, да, давайте, вездеходная ходовая, ага, сохранение набранной скорости. Ага, скорость поворота ходовой и прочее, прочее. Нам нужно и то, но все-таки для занятия позиции рекомендую взять вездеходную ходовую. Так, взяли. Дальше. Четвертый блок. От размера круга сведения и к времени сведения. Это тоже вилка такая неприятная. Нам на самом деле и то надо. Ай-яй. И тут вот думаю, что для нас лучше, но побыстрее выстрелить и куда-то заехать, а мы очень часто, тяжелый танк в упоре играет, поэтому притирка шестерное наведение, наверное, более будет актуально, нежели что-то связанное с прицелом. Звукоизоляцию качаем
для защиты от фугасов и защиты от арты. Все, пока на этом остановимся. Давайте все купим. Вот. Тепереча по поводу... Так, на 6-м левеле это недоступно, у нас всего лишь 3. Все. Теперь касаемо оборудования. Вот, по оборудованию я поставил и вам рекомендую попробовать покатать вот на такой сборке все на пушку. На сведение, на досел, на быстрее заряжаться. И вентилятор улучшает как более быстрое заряжание, так и сведение и другие параметры этого танка. По снарядам. Основной у нас бронебойный, я его вообще с собой не вожу, его скинул, нафиг не нужен. Взял с собой 5 голды и взял с собой 31 осколочно-фугасный. Тут у нас одинаковая скорость полета, поэтому заморачиваться, если не знаю, я вообще на КВ-2 преимущественно играю на осколочно-фугасном. Да, небольшая скорость полета снаряда, и к этому танку, чтобы делать хорошие результаты и стрелять в движущуюся цель с упреждением и попадать, нужно привыкать. Надо покатать на этом танке. По снаряжению ремка, аптечка. Автоматически рекомендую возить с собой огнетушитель. Танчик часто горит, советский танк. Вот. 6 членов экипажа. У нас 2 заряжающих и есть радист. Перки вы сейчас наблюдаете перед собой в табличке. Вот. По УВН у нас минимально комфортные -7 присутствует. И этого, в принципе, можно сказать, достаточно. По ХП у нас все как для тяжелого танка. 6-го левела все хорошо, 990. По мобильности 35 вперед, 11 назад, почти 12 лошадей на тонну удельная мощность. И по обзору 345 метров мы, конечно, ну, можно сказать, слеповаты. Но это тяжелый танк. Но мы, кстати, видим дальше, чем многие другие танки 6-го левела, тяжелые. В целом норм. По плюсам и минусам машины. Вот, что я хочу сказать. Подвижность дерьма кусок, это факт. По броне. Назвать ее ультимативной нельзя, от борта хорошо играется, но у нас очень много ослабленных зон, особенно касаемо башни, все что вокруг маски, подбашенная рубка, большой пятак, да, и ВЛД, поэтому по броне такой плюс-минус. Вот, по орудию, но это фановое орудие, если вы катаете на 152 миллиметрах, это фан, именно фан-танк, и почему, по сути, КВ-2 все любят и уважают. Вот, что еще? По обзору норм. По количеству ХП норм. Вот. Ну, наверное, все. На этом заканчивать. Надо отправляться в бой. А прежде чем отправимся в бой, мы для розыгрыша назовем вторую цифру для секретного кода. И это будет цифра 4. Ну что, погнали! Так, Берлин. Обзор боем КВ-2. Тяжелый советский танк. Проходная прокачиваемая ветка. Попали против пятерок. 6-й левел у нас, да. Фановая тачка. Медленная. Все медленно крутится, шасси, башни. Самое главное, долго жить на КВ-2, поскольку у нас долгое КД. Соответственно, чем вы дольше живете, тем вы больше настреляете. И это основа для КВ-2, не упарываться. Это такой танк поддержки. Сказать, что у нас прям куча брони нельзя, поэтому... Вперед не рвемся, он пусть класс едет с КВ-1, а мы будем вести засадную деятельность. Едем на позицию, подвижность кусок дерьма, ничего с этим не сделать, но пушка, дорогие друзья, на фугасах, можно дать 190, можно дать 300, а можно и 800, и 900, если пробьем. Хотелось бы, конечно, всегда пробивать, но это всего лишь хотелки наши. Это ведь мое место едет занимать, гаденыш. Наверное. Посмотрим. Умный танкист, сразу видно, знает, куда ехать и как ехать. Нет, он не хочет. Хорошие места, едем. 2 RTX там. Это что это такое было? Как-то я его не пробил. Ну-ка, вот, ассист по гусенице. Это добре. Хотя бы ассист. Все. 470 ассиста, господа.
Осталось 1500. Свелись, ждем. Будет оно? Нет? Тяжить-то много. Где все тяжат? Ага. Там КВ-1 с балкончика игрулит. Не попали в АТ-2. Ладно. Сейвимся от арты. А Т2 нам вообще, честно... О, это вообще нормально. Вот в ангар 640. Пацан поиграл. Сейвимся, сейвимся. Эх, жалко 273. Ну, нас сейчас будут наказывать тут. Тут танков я один остался. Ну, у нас уже настрел хороший. «767». Все, ребят, план выполнен. Пора валить отсюда. Так, застряли. Еще 262 насрали, но мы уже в ангар едем. Ребят, 2400, 2500 дали, но это я не успею закадешиться, они меня убьют. Как бы это плохо не было. Все, чуть-чуть не хватило, могли бы еще насрать КВ-1. Давайте досмотрим бой. За короткий промежуток времени мы дали сколько? Честных дали 2500. План выполнен. Еще раз говорю, на любом танке, на котором вы выходите в бой, вам нужно что? Правильно, настреливать 2 своих ХП. У нас суммарный урон 2500. Все, 2000 мы дали, 500 у нас ассист по гусенице. Круто. Союзники посмотрим, дотащат, не дотащат. Да, и кстати, для розыгрыша секретный код. Цифра 5. Да, походу этот бой еще надолго. Так, ну чё вы тут будете выигрывать? Нет? Что-то наши проигрывать собрались. Да добей бы... Гос и наш тоже вот. Чук и Гек. Не пробил. Тайпа. Но это слив, господа. Мы-то нормально выступили, а вот тут уже все. Да. У него танков прострели, он все за этим охотится. Вот. Сейчас тебе КВшник как даст. Да все тут уже. Гусеница. Ага.
Бля, огрызается еще. Не пробил. Все, проигрыш. Ладно. Я думаю, мы в топе по урону. Мы сыграли профессионально, малым количеством. Задефили город. И в итоге, конечно, все равно там откинулись. Но план выполнен. Фановый танк. Фановый. Несколько выстрелов, куча танков в ангаре. Вот. Приятная машина. Ездишь, получаешь удовольствие. Да, ребята. Участвуйте в розыгрышах, в новых обзорах обязательно. Ссылки кидайте своим друзьям, кто хочет. Кто играет танки, кто хочет получить голду, милости просим на новые обзоры. Ладно, чем по этому танку скажем? Танк огонь. Вот надоело играть на 8, 9, 10 левелах. Сели на КВ-2, поехали. Только одни положительные эмоции. Видите, как иногда враги от ваншотов отлетают. По пятибалльной системе тачки ставим 4,5. Не учитывая, несмотря на тот факт, что танк медлительный, такой вялый, еле поворачивается, прочее, но пушка решает все. Пишите свои комментарии, есть ли у вас этот танк в ангаре, нравится он вам, не нравится, как часто на нем выкатываете, какое используете оборудование. Вот я все поставил на пушку. Вот. Конечно же, прожимайте лукасы, подписывайтесь на канал, а я вам говорю, до скорых встреч, пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.